В телескоп ничего не видно. С такой проблемой при первых наблюдениях сталкиваются многие любители астрономии. Наиболее частая причина – телескоп направлен не в ту точку неба. Человеческий глаз имеет огромный обзор, и при наблюдении неба невооруженным глазом мы видим диск Луны под углом примерно в полградуса. Когда же мы смотрим в любой оптический прибор, то видим лишь небольшую часть неба. Размер этой видимой части тоже измеряется в угловых градусах и называется поле зрения. У обычного 10-кратного бинокля поле зрения около 6 угловых градусов, то есть примерно 12 диаметров Луны. У телескопов поле зрения значительно меньше и на самом малом увеличении составляет 1,5-2 угловых градуса или примерно 3-4 диаметра Луны. Поэтому направить телескоп даже на малом увеличении, даже на Луну, бывает весьма непросто. Для облегчения поиска объектов телескопы комплектуются прицелом, так называемым искателем, с широким, как у бинокля, полем зрения. Искатели бывают двух типов – оптический и коллиматорный Red Dot. Оптический искатель – это небольшой линзовый телескоп с перевернутой картинкой, с малым увеличением и прицельным перекрестием внутри окуляра. В оправе оптического искателя предусмотрены юстировочные винты для его настройки. Коллиматорный искатель Red Dot – это устройство без увеличения и с прямой картинкой. Луч светодиода проецируется на линзу-мениск и служит прицельной красной точкой. На корпусе искателя Red Dot имеются юстировочные колесики для его настройки. Искатель устанавливается в специально предусмотренное место на трубе телескопа. Обычно это стандартное гнездо для искателя с креплением типа «ласточкин хвост». Однако направление искателя и трубы телескопа могут отличаться на несколько градусов. И этого достаточно, чтобы телескоп не увидел объект. Вращая юстировочные винты искателя, надо настроить искатель и трубу телескопа параллельно друг другу, то есть направить их в одну точку. Настройку лучше провести днем. Глядя в окуляр телескопа, направим его на неподвижный наземный объект, удаленный не менее чем на 500 метров. Отцентрируем в окуляре заметную деталь объекта. Зафиксируем телескоп. Посмотрим теперь в окуляр искателя и увидим, что наша цель находится довольно далеко от перекрестия искателя. Вращая юстировочные винты в оправе искателя, приведем нашу цель на перекрестие искателя и таким образом закончим его настройку. Аналогично настраивается и коллиматорный искатель Red Dot. Он устанавливается в то же стандартное гнездо на трубе телескопа. Вращая юстировочные колесики, совместим красную точку с нужным объектом, видимым в окошке Red Dot. Настройка закончена. Готово. Теперь вечером, глядя в искатель на широком поле зрения, приведем нужный астрономический объект на перекрестие оптического искателя. Зафиксируем телескоп. В случае применения коллиматорного искателя астрономический объект совмещается с красной точкой Red Dot. После этого посмотрим в окуляр телескопа и увидим нужный объект практически в центре поля зрения. Проблема наведения телескопа решена. Что же, подведем итог. Как видим, настройка искателя – несложный процесс, он займет всего лишь несколько минут. Выполняйте его при каждой сборке телескопа. Это поможет избежать ошибок, сбережет ваше время и существенно облегчит астрономические наблюдения.